4 июля 1941 года решением Ставки Главного командования началось формирование кавалерийских дивизий. При Северо-Кавказском военном округе были созданы 15 кавалерийских дивизий. Основной конный состав кавалерийских дивизий был мобилизован из казачьих станиц Дона, Кубани, Терека и Ставрополья. Как воевали казаки, свидетельствуют строки письма, найденного в ранце убитого под станицей Шкуринской немецкого солдата Альфреда Курца. «Все, что я слышал о казаках времен войны 14 года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергает в ужас и заставляет дрожать. По ночам я галлюцинирую казаками. Казаки — это какой-то вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездие Всевышнего». И это было не без основания. Сегодня речь пойдет о казаке Василии Огурцове, который в одном из сражений буквально зубами перегрыз горло врагу. Но не только этот случай из военной биографии Огурцова заслуживает пристального внимания. Этот боец бесстрашно сражался за родину, уничтожал немцев, рубя их шашкой и даже саперной лопаткой. Дело было в Венгрии. Находясь в дозоре, старший сержант Василий Огурцов вместе с двумя казаками заметил у высоты 286 целую немецкую колонну, которая состояла из 30 автомобилей. Огурцов насчитал и 3 самоходные артиллерийские установки. Старший сержант принял решение не посылать гонца в расположение части за подмогой, а немедленно атаковать вражескую колонну. Казаки забросали гранатами 2 самоходки. После этого они открыли шквальный огонь из своих ППШ по экипажу самоходок и по машинам. Сначала немцы подумали, что попали в засаду. Увидев скачущих прямиком на них разъяренных казаков, некоторые из гитлеровцев принялись отступать. Солдаты вермахта знали, с какой отвагой и яростью сражаются представители казачества, особенно в рукопашном бою. Воспользовавшись паникой, Огурцов с 2 другими бойцами бросился в погоню за немецкими солдатами. В полусражении он лично зарубил шашкой 8 гитлеровцев. Но враги быстро опомнились. Они увидели, что нападавших бойцов всего 3. Гитлеровцы сумели повалить Огурцова с лошади. Однако тот ударил одного из немецких солдат прикладом своего ППШ, другого, по свидетельствам очевидцев и, как следует из документов, повалил на землю и в ярости перегрыз ему зубами горло. Из наградного листа старшего сержанта Василия Огурцова. Внезапно появился вражеский танк. Огурцов из-за подбитой немецкой самоходной пушки гранатой вывел этот танк из строя. Экипаж казаки также полностью уничтожили. В этом бою взято трофеев: 30 автомашин с грузами, 2 самоходных пушки, 1 танк, 8 мотоциклов, 3 орудия и более 2000 снарядов и много разного продовольствия и военного имущества. Второй подвиг стал для Огурцова последним. 25 декабря 1944 года в ходе Будапештской наступательной операции Огурцов в рядах своего эскадрона из первых ворвался на станцию Кечкет. В ходе уличного боя, увлекшись преследованием, Огурцов оказался в расположении гитлеровцев, под ним была убита лошадь. Старший сержант продолжал уничтожать немцев огнем из автомата, а когда закончились патроны, малой саперной лопатой зарубил 4 фрицев. В этом бою Василий Огурцов был убит пулеметной очередью с вражеского бронетранспортера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Огурцову Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Командир сабельного отделения 1-го взвода 4-го эскадрона 45-го гвардейского кавалерийского полка гвардии старший сержант Огурцов был похоронен на чужбине в пригороде Будапешта, а его автомат и саперную лопатку боевые товарищи сохранили. Сейчас они хранятся в Музее истории донского казачества в Новочеркасске. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!